Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Наши баклажаны, которые мы посеяли в феврале месяце в знаке Тельца, уже довольно-таки хорошие, подросли и в больших горшках. Даже уже готовятся, вот цветочки появляются. Температура почвы здесь у нас 21 градус, это теплица из пленки. И можно их высаживать. Нужно высаживать, потому что, смотрите, какие они уже большие. И вот сегодня 22 апреля 2022 года мы их будем высаживать. Что для этого надо, мы сейчас покажем, какие удобрения мы подготовили. И затем саму схему посадки этих прекрасных овощных растений. Снова же мы с осени заготовили. Нужны кормовые дрожжи 1 к 1. Мука рыбная, борошно рыбное, а также мука мясо-костная. Это очень хорошие кормовые минеральные добавки для всех видов животных и птиц. Мы покупаем в магазине для животных. Ветеринарная помощь. И вот это все по 1 килограмму мы сейчас засыпаем в таз и готовим вот это прекрасное удобрение. Натуральные удобрения для того, чтобы получать качественные, экологически чистые плоды. Это питание очень нравится растениям. Мы уже это испытали. Итак, засыпаем таз. Вот она. Сначала рыбная мука. Не имеет значения, в каком порядке это делаем. Высыпаем. И кормовые дрожжи. Это уникальная штука тоже хорошая. Здесь у нас тоже питательные вещества очень хорошие. И они сделаны на вот этих кормовых высевках, так называемых. Вот так вот. А теперь обязательно нужно все это перемешать. Вот она такая консистенция. Здесь есть весь набор нужных питательных веществ. И причем растения, вот если минеральные удобрения сыпят люди под растения, то они сразу или что-то берется, если это неправильный день, используется, то выносится в почвенные воды, в почву. А эти удобрения долгоиграющие. Сколько нужно растению, столько оно берет. И практически за весь сезон растения пользуются вот этим питанием, которые мы сейчас готовим для посадки наших овощных растений. Высаживаем баклажаны в один ряд от стеночки. Сначала перед посадкой мы поливаем, чтобы они легко выбирались из горшочка. Ну а тем временем, пока они будут замокать, смотрим. Итак, у нас от стенки будет, от самой пленки 150. Так, и тут надо нам тоже 150, но даже здесь больше. Сделаем вот здесь ямочку. Так, чеснок убираем. И здесь будем делать ямку. Но прежде чем сделать ямочку, а ямку делаем мы лопатой. Земля у нас тут удобрена. Хорошенько мы внесли солому, закопали с триходермином. Хороший слой. Грибы даже растут. Правда, неизвестные нам. И что мы делаем? Я вспушиваю землю. Видите, заранее увлажненная земля. Это очень важно. Для того, чтобы не заливать во время посадки. Теперь берем вот эти удобрения, которые мы вам показывали. Беру 200 граммов вот этого удобрения совместного. Рассеваю хорошенько. Здесь будет формироваться корневая система. И то же самое половина коробочки. Вот курник. Замечательное удобрение. А теперь важно это удобрение заделать в землю. Потому что корни будут тянуться
тем местам, где есть вкусненькая еда. Они же такие же живые существа, только мы их видим в виде растений. Но это тоже часть жизни Творца. И вот они любят тоже поесть хорошенько. Поэтому нужно хорошо таким образом перемешать, чтобы вот это пространство, где будут корни, чтобы здесь везде были удобрения. И вот мы их сейчас высадим, и получится, что корни будут искать влагу и питание, и по всему периметру будут наращивать уже корни. Они будут такими неженками, которые, если залить в одно место воду, и так всю жизнь будут ждать в одном месте, а так они уже начнут работать. Ну вот, теперь еще раз определяю место. Так, здесь, если от стойки 40, хорошо, 40, вот здесь 150, вот здесь. Здесь надо, потому что это угол здесь, так что вот здесь мы и сделаем ямку и посадим. Видите, даже есть вот соломка, еще не переработалась, но для этого растения мы сейчас измельчаем всю землю. И червячки какие красивые. Соломку мы чуть-чуть вот так выбираем. И хорошенько перемешиваем снова же. Вот так, чтобы не было жарко корням. Потому что солома начнет при температуре снова же продолжать работать. Поэтому мы здесь должны в области корней измельчить все. И вот здесь мы сейчас высадим. Мы убрали нижние листики. Здесь убраны у нас и пасынки. Но еще дополнительно будем чуть позже об этом говорить и делать. Вот смотрите. Высота растения баклажанов должна соответствовать высоте. Вот какая рассада, такая и должна быть посадка. Вот. Значит, мы прижимаем. И снова же чуть-чуть присыпаем вокруг. И нам, как всегда, помогает строительный мастерок. Мне он очень нравится. Работать с почвой очень удобно. И вот так мы первые растения высадили. И так все наши взрослые растения, которые мы на рассаду посеяли в феврале, мы высаживаем сегодня. Вот баклажаны в это время 22 апреля 2022 года. Время Козерога, убывающая луна. Ну что ж, и баклажаны мы тоже посадили сегодня. Здесь у нас рядышком и горошек растет, и рассада есть разная. Ну, баклажаны вот рядышком с горошком. Он будет, если будет прохладно, согревать от стенки, от пленки наши растения баклажанов. Раиса Греченко, Александр Вылет прощаются с вами до следующего видео. Мы сегодня выполнили свою задачу, свой план. В Козероге высадили вот эти рассадные баклажаны, которые мы посеяли в феврале месяце. Ну, а то, что позже, будет позже посажено. Вот здесь, в центре, на месте горошка, где у нас будет собран урожай. Пока же рассада совсем маленькая, в той теплице. И вот так вот и редис здесь растет. Вот таким образом у нас все в этой теплице помещается. Все растения друг с другом дружат, помогают, в унисон живут. Поэтому здесь все всегда хорошо. Мы желаем тоже вам гармонии, баланса, мира и добра. И до новых встреч на нашем канале.